Раз-два, раз, яйцетряс, проверка ютубной аппаратуры, раз-два. Вообще, думаю, проблема дрифта аналоговых стиков в геймпадах уже напрягает, если не всех, то многих. Когда из-за износа этих самых стиков персонаж в игре начинает сам по себе куда-то бежать, камера поворачивается в непредсказуемую сторону и тому подобное. Особенно сильно, как по мне, это вызывает раздражение, когда не знаешь причин этому явлению, хотя, когда знаешь, то радости с этого тоже немного. С одной стороны, вопрос легко решается костылями по типу увеличения мертвой зоны аналога. Эти настройки должны быть в любой уважающей себя игре с поддержкой геймпада. Также возможен и нормальный ремонт, если руки из нужного места растут, есть инструменты и запчасти, достойные применения, то ремонт — это дело буквально 15-20 минут или около того. Но тут неожиданно для меня начала всплывать тема про прямо особенный геймпад GuliKit King Kong Pro 2 с уникальными неубиваемыми аналогами, не подверженными износу, беру это высказывание в кавычки. Меня тема заинтересовала, и решил попробовать как минимум, как оно ощущается, хотя не надеясь на самом деле ни на что прямо особенное. Я действительно был готов потратить деньги просто, чтобы пощупать вещицу, саму идею, концепцию аналогов на датчиках холла. И должен признаться, на первый взгляд, когда я его получил, геймпад ощущался чем-то на уровне, если не премиум класса, то просто высококлассным. Аналоги крутятся и ощущаются очень мягко. Прям думал, вот это я круто провернулся, прокрутился. Больше проблем в жизни моей геймерской больше не будет. Но не тут-то было. Когда начал играть, заметил, что в целом все плюс-минус нормально, за исключением того, что при повороте камеры правым аналогом влево камера поворачивается не то чтобы прям сильно быстро, как могла бы, как должна была бы поворачиваться. Это, естественно, сказывается и на игре, в особенности для Fortnite, для которой я его и покупал. И тут я немного офигел, ибо почему так? Все же должно быть чики-пуки прямо из коробки. Начал курить мануалы, естественно, обновил прошивки, тут их 2 каких-то, потом выполнил сброс калибровки аналогов и нифига не помогло. Открыл, как мне кажется, хороший тестер геймпадов и увидел, что с левым аналогом все отлично. Работает идеально, погрешность внешнего круга 0,5%, супер. Но с правым аналогом все сильно хуже, так как видно, что он не добирает где-то 7-8% до края, что игрой считается как просто недостаточно сильно отодвинутый до левого края стик, хотя в реальности все до края. Начал задавать вопросы на форумах. На легендарном FOPDA мне посоветовали стандартный набор манипуляций типа калибровки, которые ничего не решают и нифига не меняют, ибо видно, что проблема аппаратная, так сказать, hardware problem, и решается, скорее всего, реальным ремонтом. Тут-то мне и самому стало интересно, что тут можно сделать, если вообще можно сделать, то и попробуем разобраться и глянуть, что там внутри. Разборка, не сказать, что прямо сложная, но имеет свои нюансы. На задней крышке присутствуют 4 винта. Для них, как мне показалось, из того набора, что у меня есть, подошла бита S2PH1. Цепляется довольно плотно, показалось, будто почти без люфта, сойдет. Далее я беру медиатор для располовинивания всяких подобного рода штук, который идет обычно с набором отверток для ремонта телефонов и тому подобной ерунды. У меня таких наборов штук 10 накопилось откуда-то. Но если у вас нет подобного, рекомендую где-то хотя бы такое раздобыть. Хотя это не предел совершенства, просто одноразовая штука, не более. Поддеваю с одной стороны и почти сразу же отщелкивается, когда дошел до верха. Также с другой стороны.
Снизу уже непонятней, такое чувство, будто медиатором уже не расщелкнуть. Пробую руками располовинить, но все-таки после того, как более уверенно прошелся по нижней части медиатором, все раскололось, как и должно было быть с самого начала. Нижняя половина корпуса просто кусочек пластика с силиконовыми барьерами для триггеров, в которых они упираются в состоянии покоя, плюс прикрученный на корпус балласт, чтобы казалось, что мощу держишь в руках, а не просто какую-то китайскую ерунду. К слову, в DualShock 4 или DualSense ничего подобного нет, там и своего веса хватает. Теперь нужно отсоединить все, что подключено к платам. Тут нужно отдать должное инженеру, который не постеснялся для всех присоединяемых деталей приделать розетки, чтобы было удобнее соединять и отсоединять. И уже на этом этапе чуть лучше, чем у Sony, где моторы припаяны. Тут я немного ошибся, ибо желательно начинать с отключения аккумулятора и только потом уже всего остального. Но ладно, вроде бы все обошлось. Отключаю первый вибромотор пинцетом. Желательно тянуть именно за пластмасску, за корпус коннектора, а не за провода. Иначе в какой-то момент окажется так, что провода оторвались. Хотя, признаюсь, такое не всегда получается и приходится дергать из-за провода. Но если уж на то пошло, то делать это нужно максимально аккуратно, прилагая минимум усилий на них и помогая все-таки коннектору с другой стороны извлечься. Точно так же и с левым вибромотором. Вот как раз эта самая проблема и настигла в случае с аккумулятором, пинцетом или пальцами к этому коннектору не подлезть, ну или очень сложно подлезть, пришлось повозиться, хотя в дальнейшем я уже буду очень аккуратно, но все же дергать за провода. И отключаем шлейф, подключенный к плате. Откручиваем болты. Болты не забываем, откуда какие шли, ибо они разной длины. Сразу подскажу, что длинные располагаются по краям слева и справа, а короткие во всех остальных дырочках. В целом несложно запомнить. В общем, откручиваем всю эту ерунду. Пробуем вытащить плату контроллера с аналогами. В таком виде это чуточку нетривиальная задача, ибо по сути все этому мешает. Но в дальнейшем можно понять, что к чему, чуточку опыта, может даже покажу позже, как удобнее вынимать и вставлять. Тут мешают в первую очередь триггеры и сами аналоги, которые куда-то постоянно упираются и тыкаются. Я это решаю так. Аналоги я подгибаю в противоположную сторону, чтобы чуточку увеличить пространство им для движения. И в целом получается вытащить в сторону с правым аналогом из его дыры. И дело за малым, осталось вытащить левый аналог. Что-то да получилось. Как видим, печатная плата классная. Качество GLC PCB как минимум уважуха. Пробую понять, а где же собака зарыта с этими аналогами? Где датчики и вот это вот все? Ладно, попробуем выпаять и может станет ясно. Наношу флюс NC559 и сразу же готовлю чуточку сплава розе. Так будет чуть проще выпаять, ибо припой явно тугоплавкий. Хотя нет, сначала попробую брать припой с помощью оловоотсоса. Извиняюсь, что плату не видно, не знал, что все закрываю оловоотсосом, неудачно получилось, но все равно смотреть там было бы нечего, оловоотсос как-то не справился и ничего не получилось. Ладно, пробуем теперь со сплавом розе. Так как будем мешать сплав розе с тугоплавким припоем, то легко и сразу оно не пойдет. Нужно будет приложить некоторый рычаг, а на него некоторые усилия, чтобы вытащить все это дело с кучей точек пайки. Усилия совсем небольшие понадобятся, чтобы в момент, когда оно может пойти, оно пошло. Единственное, нужно подобрать место, куда проще подлезть. Наверное, со стороны кнопки сначала будет лучше, там и контактов больше, и находятся они ближе друг к другу.
слетело что-то. Настроим еще раз. Начало потихоньку выходить из дыр. Отсунем лопатку теперь в другое место, чтобы проще было и другую сторону расковырять. Видно, как припой довольно быстро остывает. Трудно понять, затвердевает ли он уже полностью в этот момент или еще чуточку остается расплавленным. Идет все еще не так просто, но потихоньку. Тут главное не переусердствовать, сломать все довольно легко, если перестараться. Хотя плата, видно, ладная, может потерпеть некоторую грубость. Готово. Взглянем на механизм аналога. Видим, что снизу находятся магнитики, которые в разные стороны двигаются, за счет чего и работает датчик холла. Но самый главный вопрос вот какой. А куда же смотреть, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы исправить проблему? Попробуем подвигать магниты внутри аналога. Может, они как-то калибруются? Спойлер, нет. Они зафиксированы максимально жестко, из чего можно сделать вывод, что положение магнитов ничего не калибруется, как это можно видеть тут. Ну, если, конечно, можно. Тоже извиняюсь за такую съемку. Почистим пока ноги аналога от припоя, а сплава розе, что на нем остался, все должно быть максимально чистенько для последующей установки. Наверное, как раз эти синие части перьев манипуляции тоже лучше было бы отколупать, чтобы случайно не поплавить, но вроде пока ничего страшного с ними не произошло. Теперь время почистить плату от припоя. Тоже думал, что проще будет, до того всегда легко сплав розе снимался с плат, но сейчас как-то сложнее отверстия очищаются. Тоже обращу внимание на то, что это нужно делать обязательно, ибо сплав розе ни в коем случае не предназначен ни для какого использования. Он очень хрупкий и имеет низкую температуру плавления, потому его нужно полностью убирать. Но, думаю, как бы это и без меня всем известно. Почистим от флюса. Попробуем пропаять датчик холла, чтобы чуточку поменять его положение на плате, и посмотрим на результат. Паять буду термофеном, температура 300 градусов, воздушный поток средний, по термопаре вроде как я его калибровал, плюс-минус должно соответствовать действительности. И паялось тоже довольно долго, снова тугоплавкий припой, видимо лучше было бы подмешать свой, чтоб легче было, но уж как есть. Извиняюсь за помеху перед камерой, но трудно было подобраться, там уже вроде как и припой начал плавиться, и можно было чуть подвигать датчик по площадке. Ну, допустим, надвигали, чистим, собираем и смотрим, что получилось в итоге. Наверное, было бы ошибкой запаивать все прямо полностью. Особенно кнопку. Она-то нам нафиг сейчас не нужна. Но снова, уж как есть, задним умом крепок.
как бы это пошло не звучало. Придерживаю весь механизм с другой стороны рукой так, чтобы быть уверенным, что он сидит максимально плотно к плате. Это имеет максимально важное значение именно с точки зрения отношений магнита и датчика Холла. Если сам механизм аналога будет установлен каким-то образом некорректно, то это первым образом скажется на его работе. Ну и просто крутить его будет тоже, скорее всего, не так удобно. Запаяли, чистим. Далее попробуем собрать. Сборка, так же как и разборка, чуточку вызывает вопросы поначалу, но тоже решаемо. В этот момент, конечно, думал, что упрощу себе задачу и решил открутить левый триггер в надежде, что будет проще вставить. Но оказалось, что прикрутить обратно триггер — та еще боль в жопе, потому рекомендую этого не делать. Или как минимум не делать этого на этом этапе, когда геймпад уже почти полностью собран. Ну и закручиваем все остальное. Вот, не проверил, что все провода снаружи, и начал закручивать. Не нужно так делать. По итогу провода вибромотора плата схавала. Пришлось раскручивать и доставать. И теперь опять новая какая-то херня. Настолько усердно чистил, что отклеилась мембрана кнопочки. Пёс знает какой еще кнопочки сброса, наверное. Тут, к счастью, решение довольно простое. Можно просто приклеить эту мембрану на скотч, выровнять ее относительно платы и приклеить этот скотч с мембраной на плату. Не такая уж большая проблема, тем более, что и работать будет точно так же, как и до того. Так что сойдет. Подключаем всю ерунду, хотя снова-таки можно было бы этого и не делать, шлейфа было бы достаточно. И в конце аккумулятор. Проверяем и видим, что стало только хуже. Но не сказать, что я недоволен. Отсутствие результата, тем более положительного, тоже результат. Теперь стало ясно, что точность положения датчика на плате имеет ключевую роль. И это на самом деле охренеть как тупо. Попробую позже объяснить почему. Но пока попробуем другие режимы чувствительности аналога. Кто-то на форумах рекомендовал мне с ними поиграться, на что у меня было естественное возражение, что это все бесполезная хрень. Но как минимум посмотрим, что мы из этого будем иметь. Режим чувствительности 50%, и четко видно, что снова-таки расположение датчика играет в данном случае ключевую роль. Ибо вся эта херня буквально скалируется, то есть не существует какой-то тонкой подгонки, компенсации, каких-то моментов нет. Просто выходное значение датчика делится буквально на 2 или умножается на 1,5 в случае со 150%, и все. И вне зависимости от режима работы эти недостатки будут вылезать.
на 50%, на 100% и на 150%, так как сам датчик выдает неправильное значение. Как видно, вправо 0,5 максимум, как и положено, а влево 0,38. Как тут что-то может исправить калибровка, непонятно. На 150%, естественно, все эти проблемы создаются ощущение, будто решаются. Но нужно иметь в виду, что и мертвая зона у нас тоже дофига сильно увеличивается. И нахрена вообще эти режимы существуют, я даже приблизительно не могу представить им применение. Может, у меня настолько скудная фантазия, но если кто-то знает, где по-настоящему можно полезно их применить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Тогда что нам остается? Да все просто перепаять это дело снова, благо для этого дела у меня даже есть какой-никакой микроскоп. Наверное, основным ориентиром может быть то, как расположен относительно разметки правый датчик, который контролирует перемещение по оси Y. И, может, нужно просто повторить полностью то, как расположен он относительно разметки. Но чуточку позже у меня появилась дополнительная теория или заключение относительно того, с чем может быть связана основная причина дефекта. А именно, что сам датчик должен быть расположен максимально ровно по горизонтали относительно магнита, и в принципе вся его площадь должна быть максимально близко к магниту. И если какая-то из его частей смещена вверх или вниз, или весь он смещен в какую-то сторону по оси Y относительно магнита, который движется по оси X, то и магнитное поле, как я могу понимать, сильно хуже задевает ту часть датчика, на которую оно собирается давить, или на весь датчик в целом. От чего в целом возникает вся эта проблема с недобором попугаев, потому это тоже берем во внимание. Собственно, наверное, трудно точно на глаз определить, но мне кажется, что левая часть датчика сильно, или чуточку ниже правой части, от чего и появляется этот дефект. Так как припоет угоплавки, то попробуем сначала его вовсе снять медной плеткой, чтобы потом уже правильно ровненько разместить его руками и запаять нормальным христианским припоем под 250 градусов. Припой убрали, и начинается самое сложное, а именно разместить нормально датчик на площадке и не потерять по итогу это самое размещение. Тут снова замечаю очередную свою ошибку, что лучше было бы вообще убрать припой полностью с площадок, убрав перед этим сам датчик, чтобы потом, возможно, было бы чуточку проще разместить на нем компонент. Но снова-таки, где же я был такой умный, с такими-то умными мыслями раньше? Но вы таких глупых ошибок не допускайте, очищайте все полностью, если, конечно, есть такая возможность. Тут еще одна просто огромнейшая проблема всей этой конструкции. В чем она выражается? Да в том, что датчик, который должен быть размещен максимально точно, по факту непонятно, как нужно размещать. И в данном случае нужно что? Просто угадывать? Если бы была разметка более качественная, или площадки для пайки максимально маленькие, и только по положению ног на них было бы понятно, что датчик расположен правильно, было бы сильно проще. Но кто я такой, чтобы указывать кому-то на ошибки? Тут стандартная разметка какого-то трехнового компонента, видимо, SOT 490, судя по тому, что я нагуглил, если вообще правильно нагуглил. Также стандартного размера площадки, и проблемы от этого тоже стандартные, особенно в случае именно датчика холла. Мне кажется, тут нужен чуть другой подход. Дополнительная разметка, точно указывающая правильное положение, тут очень бы помогла, где и можно было бы сразу по ней контролировать точность расположения компонента и как результат не допускать таких проблем в принципе. Трудно разместить датчик, так как он то к принцету прилипает, то еще куда-то. Но вроде что-то получается и становится более-менее прилично. Пробуем припаять. Бляха, сдвинулся немного, но ладно, вроде все еще нормально.
Убираем лишний припой оплеткой. Не надо нам тут, чтобы много всякого было. Ну и почистим от флюса. Дальше рассмотрим сам аналог чуть ближе. Уберем с него сплав розе. Как я уже показывал, внутри аналога по сути никакого механизма калибровки путем перемещения магнитов не предусмотрено, ибо они зафиксированы внутри максимально плотно и манипуляциям не поддаются. Так что и теоретически, и на практике остается только одно – надеяться, что наши воздействия на датчик дадут хоть какой-то результат. Время очередного теста. Теперь я, сгребая весь свой опыт по стенкам, решил не собирать геймпад вовсе и даже не запаивать аналог, а просто глянуть, если какой-то результат хотя бы так. И да, наверное, это успех. Все даже в таком виде заработало как надо. Осталось только финально это все дело собрать и протестировать уже в собранном виде. Аналог я уже запаял за кадром, все равно ничего нового не было бы, да и я не помню, почему он не снимал. Тут попробую продемонстрировать чуточку более простой, как мне кажется, способ сборки, если его, конечно, получится понять с того, что я снял. В общем, по моему мнению, пихать его нужно не целиком, а по частям. То есть сначала стараемся запихнуть только левый стик, его для этого чуточку отодвигаю, как бы помогая ему попасть в дырочку, если вы понимаете, о чем я. И вот как-то так, будто бы боком, но потом выровняв, один аналог запихнули. Ну далее второй. Там плюс-минус та же песня, даже проще, наверное. Также пододвинули аналог, и оно все зашло. На все про все минута. Теперь нужно еще убедиться, что все кнопки стоят ровно. В особенности кнопки А и Б, которые могут перевернуться, и вы этого даже не заметите. Только когда соберете, увидите, что они стоят криво, и придется разбирать снова, чтобы их развернуть правильно. Можно заодно убедиться, что все кнопочки нажимаются нормально, придерживая плату пальцами с другой стороны. Вот так геймпад на аналоге лучше не класть, а то вся до того проделанная работа может пойти коту под хвост. Лучше сразу хотя бы на один болт прикрутить, и потом уже все сильно проще становится. И один за другим можно начать закручивать остальные болты. Поздно, но все же лучше хотя бы сейчас убедиться, что кнопки расположены правильно, что я и делаю. Вставляю обратно извлеченный вибромотор, вытащил я его, чтобы при тестировании платы вне корпуса не было проблем, чтобы он не мешал. Другой вибро подключаем тоже. И шлейф. Накинем заднюю крышку, закручивать пока не буду, протестируем еще раз. И что-то не включается. Бляха, а аккумулятор-то я забыл подключить.
Жаль, что геймпад без него не работает по кабелю почему-то. Но ладно, подключу за кадром уже. Так, снова возвращаемся уже с исправленной проблемой, убеждаемся, что все работает, все кнопки и тому подобное. Все вроде бы без проблем, что меня бесконечно радует, что не зря всем этим занимался. А теперь по поводу самого важного, а именно калибровки, которая вызывает у меня некоторые вопросы. Оказалось, что я до того ею пользовался абсолютно неправильно, и что вызвало у меня ни много ни мало большое недоумение. Суть в том, что последнее обновление прошивки контроллера 5.1, судя по твиттеру Гуликита, на сайте о дате выхода обновления нифига нет, правда, действительно, кому это нужно знать. Последнее обновление вышло 9 июня 2023 года, то есть больше 1,5 месяцев назад. Я в первую очередь пользовался рекомендациями с FOPDA, где об этом было ни слова. А вот в чем дело. На сайте Гуликит отмечено, читаем: Calibration Activation on Joystick and Triggers by 4 buttons combination of L plus R plus A plus D-pad left is changed from press to start to hold for 2 seconds to start. Once the calibration is completed, it will vibrate once. Переводим. Активация калибровки джойстиков и триггеров по комбинации кнопок L плюс R плюс A плюс D-pad влево заменена с нажать, чтобы запустить, на удерживать 2 секунды, чтобы запустить. Когда калибровка будет закончена, он завибрирует 1 раз. Или, другими словами переводя эту фразу, завибрирует единожды, если я правильно перевожу вообще все это. И тут самый главный принципиальный затык. Но идем побуквенно выполнять эту инструкцию, вы сейчас офигеете, что это ни хрена не так. Смотрите, что происходит. При нажатии комбинации уже сразу происходит вибрация, что уже сбивает с толку, ибо сразу появляется мысля, что калибровка произошла, но нет. Оказывается, что эта вибрация связана с включением и подключением геймпада условно к компу. И вот только потом уже длинная вибрация, связанная с калибровкой. У меня 2 вопроса к инженеру, принимавшему решение про это изменение. Нахуя, а главное зачем? Зачем делать все эти сбивающие с толку шняги? И самый главный вопрос, какое преимущество это дает при самой калибровке? Я что-то очень сильно сомневаюсь, что те 2 секунды, что мы удерживаем кнопки, оно калибруется лучше, чем до того. Ибо при калибровке оно единственное, что делает, фиксирует аналоги в состоянии покоя как нулевую позицию. На что нужна буквально доля секунды, а не 2 секунды. 2 секунды для этого ни к чему. Я бы еще понял, если бы он брал какое-то среднее значение или какую-то небольшую мертвую зону рисовал на основе шума, что он получает при калибровке. Но очередной затык в том, что в режиме с включенной мертвой зоной эта самая мертвая зона просто огромная, 20% по моим ощущениям. А в режиме нулевой мертвой зоны, как ни парадоксально это не звучит, мертвая зона нулевая, и потому абсолютно все равно, что он зафиксирует как 0, ибо погрешность небольшая, но будет. То есть я сам только что хотел попробовать найти этому какое-то оправдание, но не смог. Если у вас есть реальные технические представления по этому поводу, можете высказать их в комментариях. Инженеров Гуликит тоже приглашаю к этому. То есть все эти нюансы, как мне кажется, нужно выделять красным цветом, чтобы было видно сразу, ибо, как они написали, одна вибрация, и она уже произошла, но это оказалось не вибрация калибровки, а вибрация включения. И все это я заметил только тогда, когда у меня было запущено приложение для тестирования, и я увидел, что когда держу долго, значения действительно меняются. То есть только тогда я и смог понять, что калибровка произошла. Это настолько неочевидно, что просто вызывает смущение. То есть все это либо нужно возвращать взад, либо делать понятнее прямо сходу. Ибо в таком виде это нужно, чтобы кто-то рядом стоял и показывал тебе, как делать правильно. Я сам только с 10-го раза догнал, как правильно нужно делать.
Но, что самое главное, оно до того у меня действительно было откалибровано по центру, ибо я включал режим нулевой мертвой зоны, и мертвая зона плюс-минус действительно была нулевой, с центром в центре, и при этом не дотягивала до левого края, из чего я действительно могу сделать вывод, что калибровка проблему бы не решила, ибо она не для этого делается, а для определения нулевой позиции стика в состоянии покоя. Далее, следующий вывод, что я могу сделать, что после ремонта без какой-либо калибровки проблема решилась, и все стороны работали на 100%. Единственное, что и центр после этого сбился, и ровно потому теперь уже калибровка и пригодилась. То есть реально, сознательно калибровку я сделал уже после всего этого, когда увидел, что если включить режим нулевой мертвой зоны, аналог дрифтует процентов на 10. Я в этот момент подумал, что реально одно починил, а другое сломал. И только потом догнал, что геймпад нужно переключить в режим профи, чтобы он помнил все настройки. Из него включить режим нулевой мертвой зоны, выключить весь геймпад и только потом калибровать выше описанным правильным способом. Иначе толку как бы немного. Ибо все сбрасывается на режим с мертвой зоны и калибруется по мертвой зоне. Другими словами, я могу подозревать, что в моем случае эта проблему бы не решила, ибо после калибровки, которую я сделал после ремонта, ничего не испортилось, и дрифт пропал, и 100% во всех краях тоже остались. Но для вас я настоятельно рекомендую точно убедиться, что калибровка действительно прошла перед тем, как заниматься чем-то таким, что делал я. Я описал свои наблюдения по этому поводу, и вот этот целый комплекс каких-то странных моментов, которые то, что сбивают с толку, это ничего не сказать. Отчего остаюсь при мнении, что я все сделал правильно, а косяк изначально был заложен при производстве. Я просто не все моменты записывал на видео, так бы показал, но вы видите, что мне достаточно смелости признаться, что я где-то чего-то сам не доглядел, что я только что и сделал в этом отрезке. Единственное, о чем я жалею, что не знал, как правильно до того делать калибровку, чтобы быть уверенным, что я прав на 100%. Но так я уверен, что прав на 99%, в целом тоже немало. Но не удивлюсь, если найдутся умники, которые скажут, что я тупой, не разобрался, не прохавал и все в этом роде. Ну ладно, пусть будет. Хочу подвести некоторые итоги по увиденному. Такого рода конструкция аналога на датчиках Холла, как видно, не прощает ошибок. Она максимально простая в своей конструкции, если не считать того момента, что нужны еще какие-то дополнительные вычислительные мощности, которым отправляются все данные с датчиков и которые все это преобразовывают в то, что нужно. Но снова обращу внимание, что кривоприпаянный датчик сразу же дал проблему в работе геймпада. Исправить это без паяльника, как мне кажется, невозможно вот вообще никак. И это считаю просто-таки огромнейшим недостатком всей этой конструкции. Но у нее есть и плюсы, конечно же. Это если использовать аналог как встраиваемый модуль для других устройств, чем они и пользуются в случае с Nintendo Switch и Steam Deck. В эту тему я не особо вникал, ибо свитча и Steam Deck у меня пока нет, то и нырять туда особо нечего. Но особенно в случае со Steam Deck от таких же проблем страховки быть не может. Но это не значит, что в этих случаях не стоит рисковать. Как раз наоборот, очень даже стоит и нужно ставить эти аналоги на Switch и на Steam Deck. Другое дело, что для других геймпадов это абсолютно неприменимо, хотя хотелось бы. Но об этом я расскажу чуточку позже. Далее. В целом, геймпад-то на самом деле кажется без изъянов. Он очень ладно сделан, его приятно держать в руках, он не ощущается китайщиной какой-то и вполне себе достойный продукт, даже если исключить все вышеописанные мною проблемы. Но буквально на днях открылась другая проблема, о которой я сам подозревал, но боялся спросить. На канале Иван Панч, он же Джон Панч в бытности, вышел видос про тестирование задержки ввода геймпадов, он же Input Lag. И оказалось, что у Гуликита какая-то чудовищная задержка, одна из худших в принципе, около 35 миллисекунд в беспроводном режиме. Вроде как чуть лучше по кабелю, но у меня самого не получилось по кабелю подключить.
само оно не заводится, а дальше я разбираться не стал. Но суть в том, что мои кореша не дадут соврать, что когда я покупал этот геймпад, я им все уши прожужжал про него, что вот только поучу, и игра пойдет по кайфу. Но на деле они снова не дадут соврать. Во время игры Fortnite обращал внимание на некоторую ватность, что игра при использовании гуликита чуточку менее отзывчиво ощущается. Иногда и кнопки отказываются реагировать. Очень редко, но и с такой встречалось. Это при том, что я играю с частотой экрана 144 Гц и, наверное, поэтому могу это оценить чуточку лучше. При игре с DualShock или DualSense таких проблем нет даже близко. Все очень четко, и снова-таки по результатам тестирования, как ни удивительно, у геймпадов Sony действительно нет никакой проблемы с задержкой. То есть буквально все ощущения подтвердились практикой. Ссылку на этот видосик я закину в описании, и если разберусь, как делать аннотации, в аннотации тоже закину. Также будет ссылка на сайт GamePadla, где уже присутствует сборник разных методов тестирования задержки ввода разных геймпадов и их результаты. В данном случае у гулькита абсолютно во всех режимах работы результаты хреновые, кроме работы по кабелю. Хотя и по кабелю тоже не айс, ибо у DualShock или DualSense по Bluetooth, что естественно сильно лучше. И хочу обратить внимание на другие решения, которые, как мне кажется, вышеописанные проблемы аналога гулькита исправляют, обходят или, как мне кажется, они просто лучше. Во-первых, проект Мариуса Хейра, надеюсь, я прочитал правильно, у меня заочно к нему большое уважение. Он предлагает открытую разработку, то есть он обещает его выложить в открытый доступ, когда закончит, и он предлагает сборку аналога на датчика Холла на основе уже того аналога, который находится в вашем геймпаде. Пока еще только DualShock 4, но в будущем, надеюсь, будут варианты и для других геймпадов, ибо есть нюансы по напряжению, на которых они работают. Он предлагает все эти потенциометры снять, смазать обильно силиконовой смазочкой и прицепить на них магниты в виде колец, которые, как он считает, будут более хорошим решением для этого дела, в отличие от того, как это реализовано в GuliKit, и демонстрирует, почему так. Потом на все это собачится деталька, распечатанная на 3D принтере, и сверху это все закрывается платой, на которой находится датчик Холла и прочая обвязка, которая впаивается вместо потенциометра. Самой большой проблемой в этом выглядит пока то, что сами датчики потом нужно будет программировать и калибровать дополнительным устройством, которое нужно будет также собрать, как бы записав в них данные именно этого аналога, куда мы его прикрутили. И вроде бы это обещает быть не совсем уж сложным процессом, почти автоматическим. Он показал внешний вид последнего на данный момент варианта исполнения аналога, и меня немного смущает гнездо подключения какого-то шлейфа. С одной стороны выглядит удобно, но с другой это же его нужно будет где-то купить, припаять. То есть то, как он калибровал просто щупами, казалось, наверное, даже чем-то более предпочтительным, что ли. Но будет видно по итогу уже, когда все будет готово. Дуракам пол работы не показывают, а он почему-то показал. В общем, я этот вариант исполнения аналогов на датчиках Холла очень жду. И реально собираюсь его сделать, как только будет такая возможность. Как минимум для своих DualShock'ов, но хотелось бы для DualSense тоже. Ссылку на его видосик я также приложу. Другой вариант, что мне попался на днях, какой-то готовый модуль аналога на датчиках Холла, который впаивается во что-то по типу DualShock 4 на видео. Сами аналоги, по мнению автора видео, хорошие. Сначала он описывает механику, как бы более прочную по сравнению с обычным аналогом. Ну, поверим на слово. Конструкция в остальном концептуально полностью повторяет вышеописанную из предыдущего варианта. За исключением того, что магнит не в виде кольца, а такой же, как в GuliKit. Но бонусом тут является то, что они по сути plug and play. Другими словами, нажимай да дуй. Проблема калибровки тут решается по-другому, а именно руками. После того, как все это дело впаяем, нужно запустить тестер и смотреть, куда дует ветер, то есть куда смещается центр, и потом руками с помощью инструмента двигать магнитик, засунув инструмент в щелочку так,
чтобы максимально выровнять центр аналога. Выглядит гениально и просто. Единственный нюанс, что непонятно, что это вообще за аналоги, как они называются и где, самое главное, их купить. Никаких ссылок я не нашел. Но пробежавшись по комментариям, потом нашел одну ссылку, где автор видоса ссылается на свой же сайт, где он собирается это все дело продавать. Там это пока тоже не продается, цена неизвестна, плюс установить можно только на DualShock 4. В общем, выглядит перспективно и даже удобно. Единственное, непонятно, где и как купить, кроме как у этого чувака, у которого тоже нельзя купить. Мутно, но будем следить. Тут на что именно хочу обратить внимание, что калибровка на них доступна. Она существует и выполняется весьма, как мне кажется, просто и доступно, в отличие от GuliKit, где даже близко ничего подобного нет. Там мы просто должны довериться, что все из коробки будет работать как положено. А если не будет, просто купи новый. Как-то не айс. Да, конечно, у GuliKit есть калибровка по центру, но нет способа компенсировать недостатки недобора по краям. Тут этой проблемы в принципе, наверное, не существует, и есть только проблема центрировать аналог в центр руками. Теоретически должно быть раз и навсегда, но тоже нужно смотреть руками, глазами трогать, чтобы понять, так ли это на практике, но пока такой возможности нет. Ссылку также прикладываю. Вот еще мне попался видосик, где кроме проблемы износа потенциометров, парень обратил внимание на проблему износа аналогового механизма как такового и его принципиальные недостатки из коробки. Рассматривает он все это на примере того же GuliKit King Kong 2 Pro, уже на нем все эти модификации совершает. Цель такова, если мне получится правильно описать, избавиться от каких-либо вибраций в центральном положении аналога, когда он в состоянии покоя, чтобы четко центрировался буквально на ноль и никуда не отклонялся. То есть исключить вообще возможность появления какого-либо шума из-за дребезжания и неровности в центральном положении стика. Он как раз демонстрирует это на том самом аналоге, который стоит в GuliKit, и да, эта проблема у меня тоже есть. Я когда все собрал и откалибровал, с этим тоже столкнулся. То есть 5-6% мертвой зоны по итогу достаточно. Но признаться хотелось бы лучше, ибо гуляет, будь здоров, разброс в разные стороны непрогнозируемый есть. И с его модификациями все центрируется четко до тысячных, то есть в абсолютный ноль, абсолютный центр всегда. Дальше на всем этом не будем заострять внимание, так как видно, что проект довольно сложный и точно не для самостоятельной домашней сборки, хотя может быть он появится в открытом доступе и можно будет ознакомиться, но изменения там выглядят очень внушительными. Но что самое важное, хотелось бы заметить, тут всплывает вопрос износостойкости аналогов как таковых. Если тебя не подведут потенциометры, то подведет сам механизм аналога, который тоже еще как подвержен износу и ломается на раз-два. Я уже молчу про кнопку в аналоге, которая абсолютно никак не заменяется, и по факту только из-за нее нужно иногда менять весь аналог, что кажется абсолютной дичью, но в этом сраном мире мы живем. То есть это три основные детали аналога, и все три очень хрупкие. Как минимум с одной все очень понятно, с другой в этом видео видно, что прогресс некоторый идет, ну и остается кнопки. И в данном случае из-за нее тоже когда-то нужно будет весь аналог нахрен выбросить. Хотя, казалось бы, замена этого элемента должна быть такой же простой, как и потенциометр, наверное. Ну, может, я, конечно, чего не знаю, тоже можете рассказать об этом в комментариях. В общем, рекомендую ознакомиться с этим видео. Достойно внимания. На этом, наверное, все, что я хотел сказать. Если понравилось такое небольшое исследование проблем аналогов на датчиках Холла и их решения, то поставьте лайк. Ну а если не понравилось, дизлайк. По дизлайкам пойму, сколько инженеров GuliKit посмотрело этот видос. Спасибо за внимание.